Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы будем с вами готовить уху из головы сома. У нас есть вот такая голова, пол головы. Одна уже сварена. И уха получилась хорошая. Понадобится картошка, лук, большая кастрюля, примерно на 10 литров, в зависимости от вашей головы сома и пропорции. Также возьмем вот такой кусок свиного сала, который даст отличный навар нашей ухе. Разводим костер, и когда он уже разгорелся, можно налить воду в кастрюлю. Наливать нужно с запасом, потому что если залить меньше, то потом придется доливать, а если в уху доливать воду, то она будет невкусной. Вода берется обычная крановая, потому что с очищенной воды уха будет невкусная, так как в ней находится минимальное количество минералов, и это непривычно для организма. Когда костер разгорелся, я использую старые решетки из холодильника, укладываю сверху, и можно ставить кастрюлю. Дрова стараемся использовать любые сухие, но не из хвойных пород деревьев, потому что это создаст дополнительный нагар на кастрюле, черный, и может дать неприятный привкус ухе, потому что мы уху будем варить без крышки. Пока вода не закипела, крышку можно сверху накрыть, для того, чтобы это было быстрее. Для того, чтобы вода быстрее закипела, ее предварительно солим. На 10 литров воды примерно 100 грамм соли. Лучше взять меньше, но не больше, потому что потом будет тяжело ее убрать. Перемешиваем. Теперь вода быстрее закипит. У головы необходимо перед варкой убрать жабры, потому что они дадут неприятный горький привкус. Для этого я использую обычный секатор, виноградный с рыбой крупной. Срезаем в двух местах, сверху и снизу. Вот такие у сома жабры, и для ухи они не пригодятся. Перед варкой голову рыбы необходимо промыть, потому что кусочки крови, сгустки могут в дальнейшем свариться и сделать бульон мутным. Вот в таком виде можно подавать уже голову в кастрюлю. Теперь можно крышку снять, и пусть варится без крышки. Так будет навар более пахнущий дымом и приятный. Примерно варить нужно минут 20, до того момента, когда не будет мяса оставать от костей. Пену, которая образовывается сверху бульона, необходимо убирать, для того, чтобы бульон был прозрачным. Это запекшаяся кровь, которая делает некрасивый внешний вид бульона. В уху я добавил немножечко голов толстолоба для более лучшего навара, потому что чем больше рыбы, тем вкуснее уха. Теперь необходимо достать головы из бульона. Они доведены до полуготовности, но мясо уже от костей отходит. Вот такие у нас головы уже полувареные. Теперь необходимо обобрать кости от мяса, и после этого мясо отложить в сторону. А косточки положить в воду и еще проварить в течение получаса. Пока рыба перебирается, необходимо взять картошку начищенную и поместить ее в бульон. Картошки нужно примерно на 10 литров около килограмма, чтобы бульон был более насыщенный. Моя жена Юля очень разбирается в ухе. Последний раз она варила уху на природе. Из карасей. Она нам очень понравилась, потому что была настоящей природной ситуацией с ароматом речки. Немного костер притух, необходимо капельку подбросить дров для того, чтобы как можно быстрее она закипела. Крышкой накрываем, чтобы закипела побыстрее картошка. Теперь нужно чистыми руками перебрать головы, для того, чтобы отделить косточки от мяса. Косточки еще будут нужны нам для навара. А мясо положим после того, как картошка будет сварена до полуготовности. Это очень кропотливая работа, но в принципе она себя оправдывает тем, что потом не будем ковыряться в костях, которые будут плавать в ухе, что нежелательно. Здесь косточки в основном есть такие хрящиковидные. Их можно оставить. Также удаляем зубчики, которые есть у сома вот такого плана. Этими щеточками он захватывает добычу. Крупные самые кости тоже пойдут для навара. Плавники также вставляем в навар.
удалив из них мясо. Не забываем удалять щеточки, потому что ими можно потом поранить губу. Берем косточки, которые остались с голов. Таким образом, теперь необходимо залить ее бульоном. С косточек у них очень много полезных веществ. После этого в основную большую кастрюлю добавляем рыбу, которая почищена. Она уже готова наполовину. И добавляем кусочек свиного сала для навара. И пусть это все дело кипит. Варим примерно основное блюдо около 15 минут, а косточки полчаса, для того, чтобы они хорошо выварились и бульон набрался своего навара. Пенку также лишнюю убираем, для того, чтобы бульон был прозрачным с одной и с другой кастрюли. Теперь необходимо взять для макарон такой друшлаг и профильтровать тот бульон, который образовался из костей головы. Этот навар очень ценный, потому что он даст основной вкус ухи. Эти косточки будут хорошим угощением для нашего кота Лунтика. Последний штрих — это добавление специй, лаврового листа и петрушки в уху. Это нужно делать за 5 минут до окончания варки. Можно, конечно, еще добавить сюда водки, примерно 150 грамм на такой объем. Или еще взять деревянное бревнышко, головешку и окунуть в уху. Но этого делать не буду, потому что это очень негигиенично. И я считаю, что дыма хватит от костра, поэтому здесь ничего больше делать не нужно. Обязательно уху необходимо прокипятить после добавления петрушки, потому что она может прокиснуть. В течение 5 минут вполне хватит для того, чтобы обеззаразить эту зелень. Вот не прошло и 1,5 часов, и уха готова. Вот такая красивая уха. Видно, что бульон прозрачный, значит, мы все сделали правильно и вовремя убрали пенку. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как приготовить уху из головы сома на костре в домашних условиях. Это все просто и доступно каждому домашнему повару. Ставьте лайки, пишите замечания, комментарии. Будьте с нами. Всем пока.